Jesteśmy rodziną z Białorusi, która mieszka w Polsce od roku i bardzo nam się tu podoba. Ale nie chcemy tylko brać, chcemy dzielić się czymś dobrym i pożytecznym. Dalsza część będzie w języku rosyjskim. Przepraszamy za to bardzo, ale dla waszej wygody przygotowaliśmy napisy wysokiej jakości. Prowadzimy zdrowy tryb życia już od 10 lat, co oznacza, że nasz poranek nie zaczyna się od kawy i kanapy. A po co nam 2 litry wrzątku, opowiem wam trochę później. Наша семья старается вести здоровый образ жизни. Это значит, что мы большое внимание уделяем питанию, потому что, знаете, как говорят, 20% здорового организма – это генетика, но все-таки 80% – это образ жизни и питание. Так, сразу летим в магазин, чтобы наглядно показывать, что к чему, зачем, под чем и почему. Настя, с дороги отойди, а то тебе сейчас здоровый образ жизни не поможет. Как там любят наши: кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Наш проводник в мир здорового образа жизни. Товарищи, вперед! Самое здоровое для организма — это вот с утра натощак съесть рослинные кабаносы. Это Настя советует, это совет нутрициолога. Если хотите начать с изжоги, слушайте, что советуют нутрициологи. Ну, это была всего лишь шутка. Я надеюсь, все поняли. Только жарт. По магазину мы еще побегаем, а давайте перевернемся и по порядочку поговорим, с чего начинается наше утро и что это за такая странная и полезная жидкость в моем стакане. Утро обычно мы начинаем с обнимашек. Это, конечно, обязательно. Как еще может быть в любящей семье? А вредные привычки мы давно заменили на полезные ежедневные ритуалы, без которых уже жить нам некомфортно. Итак, каждый день в нашей семье начинается со стакана воды с лимоном. Лимонная вода. Зачем ее пить? Да, потому что это просто супер средство. Она улучшает pH организма, она ощелачивает, она улучшает пищеварение. Ну и вообще это банально просто витамин С, антиоксиданты, что укрепляет и улучшает иммунитет. Поэтому я всем рекомендую начинать день с лимонной воды. Дети уже тоже привыкли и с радостью пьют такой полезный напиток. Также мы уже давно привыкли к очистительным практикам. Особенно классная привычка – это промывание слизистой носа соленой водой. Да, когда насморк, простуда, очень полезно промывать нос. Но, тем не менее, для профилактики эта процедура тоже очень полезна. Мы избавляем наши носовые пазухи от каких-то бактерий, пыли, каких-то аллергенов. Просто делаешь чуть-чуть теплую воду с солью и промываешь ей. Существуют специальные такие, на онлайн-маркете легко заказать, существуют специальные такие чайнички, называется он нетипот, специальный чайничек для промывания носа. Это суперская классная профилактика тоже заболеваний. Но еще каждое утро наша семья обязательно пьет смузи. Для здоровья и благополучия семьи мне не лень вставать каждое утро, отправляться на кухню и делать супер-мега классный полезный коктейль. Кстати, мы делали про это рилс, чтобы не повторяться, я просто сейчас вам покажу. Я перевела всю нашу семью на здоровый образ жизни, научила мужа делать волшебный, противовоспалительный, противоположный, противоаллергенный, антисептический, антипригарный зеленый коктейль. Итак, база. Бананы, шпинат, замоченная зеленая гречка. Да-да, особенно актуально для анемишников. Любое растительное молоко, обязательно ягоды. Черника, смородина, малина, поречка. Можно замороженные. И смесь семян. Кунжут, мак, тыквенные семечки, чиа и лен. Секретно добавляем, отвлекая детей. Ну и как вы думаете, какой ребенок будет это пить? Я так люблю смузи. Когда ты делаешь смузи, у меня слюнки текут. Прям все слюни появляются на пол. Кстати, этот рилс можно найти у Насти в Инстаграм, и заодно приглашаем вас к ней в Инстаграм, у нее очень классный. И Инстаграм, у нее Инстаграм классный, очень классный. Раньше мы тоже, как и многие люди, были кофеманами, постоянно много пили кофе, не только с утра, но и в течение всего дня.
И тем самым, конечно, себя сильно истощали. Мы приняли решение пару лет назад перейти на чай. Это тоже, конечно, стимулирующее средство, там тоже есть кофеин и теин. Знать меру, знать пропорции и не перебарщивать. Это касается всего. А вот сейчас нам как раз и понадобится заранее приготовленный кипяток. Действует намного мягче. Когда мы это для себя открыли, мы твердо решили, что все, будем пить чай. Мы можем иногда где-то очень редко взять в кофейне кофе, просто ради, наверное, вкуса какого-то такого кремового. Но в целом все равно каждый день мы отдаем предпочтение чаю. Чаю черному, чаю зеленому и матча-чаю. Потому что в чае содержится аминокислота L-теанин. И она как бы сглаживает эффект этого бодрящего кофеина. Liante, czy dzieci często chorują w przedszkolu? Ty mówiła, że twoje koleżanki często nie chodzą do przedszkola, bo chorują. Tak, bo niektóre chorują, niektóre już nie chodzą do szkoły, a nie chodzą do przedszkola. A niektórzy pojechali gdzieś tam na ferie, czy na wakacje. Dobra, dziękuję. Почему мне нравится чайное состояние намного больше, чем кофейное? Потому что кофе, оно такое, тебя поднимает сначала, а потом просто со всей силы об землю. Бэм! И ты такой разбитый, и спать часто хочется, кстати, после кофе, поэтому люди привыкают и делают по 3-4 чашки, кто по 5, кто по 6 в день. Ну, не все, конечно, я знаю таких людей, которые пьют больше, чем 4 в день. Ну, это прям как-то too much. А чай, он прекрасен тем, что ты его пьешь один раз утром, хорошенечко так. И состояние он держит на протяжении всего дня рабочее, такое бодрое. Оно не такое эйфорийное, как после матчи, не такое, словно тебе инъекцию серотонина сделали. Оно не такое агрессивно бодрое, как после кофе. Оно такое чисто концентрирующее состояние, фокусирующее на работе, и оно размазывается на целый день. Для меня это просто идеально. Вот сразу это не понять в чае, его нужно распробовать, рассмаковать. Это состояние еще нужно рассмаковать. И когда только вот ты его прочувствуешь, понимаешь под себя, вот оно под тебя подстраивается, то тогда божественно просто. Идеально. Хотя тут непонятно, настроение у меня такое хорошее от чая или от того, что я отдал детей в сад. Даже остановился перед домом, чтобы посидеть минутку в тишине, в одиночестве. Но Настя меня спалила в окно. Ну что ты там расселся один? Сидишь там в тишине, иди давай уже домой, будем вместе в тишине сидеть. То есть, если кофе только вас разгоняет, да, и вы куда-то летите без тормозов, то вот у чая эти тормоза присутствуют. Он как бы вас и разгоняет, делает энергичным, но и не дает, знаете, притормаживает, не дает вам куда-то слететь с дороги. Более того, еще и в чае есть большое количество антиоксидантов. Это замедляет старение и также профилактирует развитие разных хронических заболеваний. И, кстати, интересный факт, что в древнем Китае чай использовали как лекарство. Ну и чай – это прекрасная возможность на мгновение замедлиться и почувствовать жизнь. Побыть в тишине самим собой или близким человеком. А еще это эстетика и своего рода медитация. Спокойно, медитативно проливать чай – это большое удовольствие. Прекрасный повод и обстановка обсудить семейные дела, планы, ну или просто поболтать, или помолчать, или поболтать. Ну, или помолчать. У нас есть телеграм-канал о жизни в Польше. Там мы собираем всю полезную информацию о переезде, жизни и легализации в Польше и своего личного опыта. Там полезные контакты, скидки на обучение, на поиск жилья, на стоматологию, ну и много всякого чего полезного. Про чай тоже, все вопросы туда. Скоро сделаю подробное видео о том, как мы завариваем и пьем наш чай. И это видео не будет на этом канале, так что, кому интересно, приходите. Нам, кстати, уже писали подписчики и покупали вот такой чай. Так что мы рады знакомить людей с чайной культурой. Ссылочка на телеграм-канал в описании. Еще важных пару слов благодарности. Просто не передать словами, как нам
приятно получать вашу поддержку. Просто гигантское количество комментариев с любовью, добротой, доброжелательностью, гостеприимностью от местных и не только. Всем огромное спасибо за поддержку. Это правда очень важно. Все, кто поддерживает видео, лайкает, подписывается, это все очень важно. Правда, это не пустое действие, это все отображается, отпечатывается на наших сердечках. Так что дякуємо bardzo за wsparcie. Поздравим. Наша стратегия заключается в двух простых словах – заниматься профилактикой. Чтобы не ходить по врачам и по аптекам, каждый день мы стараемся делать что-то, что укрепляет наш иммунитет наших детей. Да, конечно, приходится предпринимать определенные усилия, но вот такая у нас стратегия, и по сей день, вы знаете, уже лет 10 мы ведем здоровый образ жизни, придерживаемся такой стратегии, она работает для нас. Наш рацион, он преимущественно растительный. Просто едим больше бобовых, большое количество злаков. Мы едим довольно большое количество различных овощей и фруктов. По статистике, к сожалению, сейчас человек сильно недоедает клетчатки, и это, конечно, очень плохо сказывается на кишечнике. Мы стараемся покупать более чистые продукты. Если у нас есть такая возможность, то мы выбираем био-органик продукты. Если нет такой возможности, то мы купим простые, но, например, я буду все это дело вымачивать. Био-авокадо, да? Био-авокадо на скидке берем. За штуку по 5 злотых. Напрашивается вопрос. Я слышу, что он напрашивается уже откуда-то с комментариев. Почему мы берем био? Почему надо брать био хотя бы по возможности, хотя бы некоторые продукты? Я не думаю, что это идеальные чистые продукты. Конечно, присутствует, почва сейчас все-таки везде загрязнена, но я считаю, что в этих продуктах все-таки меньше содержание различных пестицидов, гербицидов, ГМО, каких-то синтетических, химических веществ и тому подобное. А также, соответственно, пользы в них больше и выше содержание питательных веществ, различных антиоксидантов, минералов, витаминов. Поэтому, конечно, я и призываю всех покупать биопродукты. Шпинат обязательно нужно брать био, потому что вроде он входит в самые грязные продукты. Грязная дюжина, и шпинат один из самых загрязненных химикатами, поэтому его мы стараемся обязательно брать био. Большие отделы биопродуктов. Напишите в комментариях, кто верит в то, что это био и что здесь меньше химикатов, а кто думает, что это просто маркетинг и развод. Напишите, очень интересное мнение. У нас и вообще есть мысль сдать в лабораторию и проверить на пестициды, условно, шпинат био и не био. Но ценники, конечно, да. Био-картошечка килограмм 2 евро. Как вам цена? Нормальная, нет? И все тут, конечно, с наценкой дороже. Как это забавно. Для людей, для здоровья, для людей био дороже. А остальное для кого-то, да. Залог здоровья – это здоровый кишечник, а ферментированные продукты, они очень помогают поддерживать хорошую, здоровую микрофлору в кишечнике. И я всегда всем рекомендую покупать и употреблять как можно больше ферментированных продуктов. Например, вот здесь в Польше, в любом супермаркете, мне нравится, что это, знаете, это как относится даже к традиционному питанию, традиционной кухне, употреблять квашеную капусту. Также, как тут называется, кишеные огурки, такие ферментированные огурцы. Не просто соленые огурцы, да, а именно они так называются кишеные. Я тоже всем советую отдавать предпочтение именно таким огурцам. Отделы с выпечкой гигантские. Мы их все время стараемся обходить, как бы нас туда не тянуло. Мы что же люди, тянет, конечно, капец. Вот это все. Я считаю, важно очень озвучить, потому что я тоже здесь вижу, это то, что люди очень много употребляют всяких хлебобулочных изделий. Хлеба, булочек, пирожков, тяста, да, вроде здесь это называется. В общем, очень много здесь булочных на каждом углу, всяких пекарен. И там просто каждый день выстраиваются очереди. Да, конечно, запах потрясающий, хочется слушать. И супер популярный отдел, постоянно кто-то берет. Честно признаюсь, я сама
очень люблю глютен, я очень люблю тоже такую продукцию. Но что я хочу важно сказать, что это очень негативно тоже сказывается на здоровье ЖКТ, да, на здоровье кишечника. Сейчас хлеб, он совершенно не такой, как был раньше. Раньше, опять-таки, хлеб был совсем не похож на тот, что делают сейчас. А в основном хлеб был на натуральной закваске, да, это естественное брожение. Мука тоже была другая, цельнозерновая, да. То, что мы сейчас видим, это просто вот дрожжи, да, которые поднимают тесто буквально там за несколько часов очень быстро. И это не сокращает глютен, и вообще неизвестно, что эти дрожжи делают с нашим организмом. И это, конечно же, использование обычной муки. Просто белая мука, которая, по сути, считается бесполезным продуктом. Я думаю, тоже многие знают, это быстро поднимает сахар в крови. Вот смотрите, я нашла в Lidl хлеб житний без дрожжей. Низкий индекс гликемичный. Это значит, что такой хлеб не должен сразу же резко высоко поднять сахар, что большой плюс. Мне кажется, конкретно нужно урезать походы в булочную, да, и отдавать предпочтение каким-то другим. Я понимаю, это сложно, я сама люблю, но эта привычка может поменяться буквально за несколько недель, если вот предпринять некоторые усилия. Поэтому с глютеном такая история. Это моя находка аушановская, всем рекомендую. Ну так bardzo pysznie, как они, пляцаки, как они... нет, это рюкзаки сказала. Настя готує bardzo pysznie plecaki з монки. Яка є монка? З гроху. Монка з гроху такі. Plecaki найпишніше, як найбарdziej. Как они? Я сейчас прочитаю, подождите. Подожди, плацки. Плацки? Плацки, я прошу прощения. Извиняйся на нормальном языке. Przepraszam bardzo. Мой язык польский bardzo źle. Блин, мне сейчас напишут, что я сказал на нормальном языке, значит, русский, по-твоему, ненормальный язык, и сейчас начнется. О, все уже, я уже вижу этот портал ВАД в комментариях просто. Котел. Котел, да. Меня уже там варят, эти самые, убивают, расчленяют. Короче, вот эта мука, она без глютена, я рекомендую, по максимуму сокращать глютен. Не то, что я какая-то безглютеновая фея, нет, иногда мы его едим. Безглютеновая? А вы проверялись на целиакию? Зачем вам не есть глютен? Почему вы не едите глютен? Что за бред? Зачем так упарываться, если вы не делали анализ на целиакию? Да, все правильно, да. Но до целиакии может еще быть какая-то непереносимость. И в целом у большинства людей, если честно, по правде говоря, проблемы с ЖКТ, да. И вот это мало у кого на самом деле встретишь прям нормофлору, прям хорошую микробиоту. И глютен, он на самом деле очень, он правда портит, да, кишечник, и здорового человека сейчас очень сложно встретить со здоровым кишечником. Поэтому по возможности... Настя все время, когда нутрициологические лекции... По возможности я лично вот от себя рекомендую просто его сокращать, не кушать булочки, канапочки каждый день. Вот эта мука, она реально супер вкусная, классная, спасибо Аушану. Да, и как вы знаете, прекрасные пlecaki. Блинчики, очень вкусные блинчики получаются. Угу. Мы очень любим с Димой покушать, и нам очень важно, чтобы еда была вкусная. Для многих людей, которые хотят попробовать более здоровый образ жизни, более здоровое питание, очень важно не вгонять себя в какие-то ограничения. Вы будете чувствовать себя несчастным человеком, да, зная, что вы себя во всем ограничиваете. А в этом, собственно говоря, и заключается тоже провал всех диет. И все это дело ведет только к развитию расстройств пищевого поведения. Поэтому очень важно продолжать получать удовольствие от еды. И вашу любимую еду просто заменять на какие-то более здоровые альтернативы. Всегда можно найти и что-то даже сладкое, вкусненькое, да, вместо шоколадных конфет. Или испечь полезное домашнее печенье. И хлеб, кстати, можно найти тоже безглютеновый. Не всегда тоже хороший состав, но тем не менее. И на самом деле в интернете существует огромное количество рецептов безглютенового хлеба из муки зеленой гречки, киноа, или из овсяной муки, или из рисовой, или из микса всего. И сделать просто такой домашний хлеб. О, Настя как раз делает хлеб домашний, посмотрите.
Я замачиваю крупу киноа на ночь и замачиваю зеленую гречку. На утро я это промываю, взбиваю в блендере с водой со специями. Добавляю овсяную муку, псилиум, шелуха подорожника. Можно разные формы делать. Можно, я часто делаю просто булочками. Вот. И сейчас я, может быть, сделаю его больше в форме, похожей на хлебушек. Может быть, это все звучит сложно, но буквально, опять-таки, каждый день можно предпринимать 1-2 легких шага к улучшению своей жизни, и это потихонечку войдет в привычку. Я, например, сейчас хлеб готовлю просто за 20 минут, серьезно. О, уже готов. Ты какой красивый, мама сделала хлебушек, да? Что ты? Ты чё залипла? Она обычно булочками делает, а такую целую, как хлеб, первый раз. Да? Ты скажешь что-нибудь? Ой, мамин домашний хлеб. Потрясающе. Сегодня мы пьем чай на балконе, и часто мы пьем чай на балконе, потому что в Польше нужно ловить солнышко. Как только из-за тучек выходит солнышко, мы сразу бежим на балкон, чтобы напитываться витамином D3. Здесь, конечно, нехватки большие. И об этом даже многие люди, поляки, пишут в комментариях, что это база, что в наших, вот в этих широтах, в Польше в частности, большие нехватки D3 витамина, поэтому мы тоже пьем добавки, и не только витамин D3. Сейчас Настя подробно расскажет. Вот мы пьем чай, я монтирую видео, кстати, вот нынешнее, которое вы сейчас смотрите, а Настя здесь у нас сидит и учится. Когда у тебя, кстати, экзамены по твоей нутрициологии? Ближе к лету у меня будут уже выпускные экзамены, я буду писать диплом. И сейчас поэтому весь фокус только на это. Так, быстренько, какие добавки у нас? Витамин D, о, смотри, солнышко на тебя светит. Вообще добавки мы себе покупаем по необходимости, к чему я и всех остальных призываю не просто бахать добавки, а сначала сдавать анализы и потом, если есть какой-то дефицит, то корректировать. Но все-таки есть несколько добавок, которые мы употребляем практически на постоянной основе. Это, как Дима сказал, витамин D. Я не скажу, что прям Польша это супер-супер про серость. Довольно-таки много здесь солнечных дней, но все равно этого недостаточно. И мы сдали анализы, и у нас у обоих, к сожалению, дефицит витамина D. А витамин D очень важен и для костей, и для здоровья зубов, и суставов, и вообще даже он помогает синтезировать серотонин, гормон наше счастье. Потом это B12. Так как у нас растительный рацион, то мы, соответственно, в группе риска, и нам нужно довольно-таки большое внимание уделять B12, потому что дефицит тоже чреват последствиями, да. Но, кстати, даже те люди, которые на традиционном питании, не обольщайтесь, на самом деле, вот я даже сейчас вижу, когда начала немного консультировать, уже началась такая практика у меня, я вижу, что на самом деле, что у людей на растительном рационе, что у людей и на рационе с продуктами животного происхождения есть дефицит B12, как и железо, да. 70%, наверное, женщин страдают от железодефицита. Если будет дефицит B12, то может тоже развиваться анемия мегалобластная. Поэтому B12 на самом деле в дефиците может быть у всех. И третий такой довольно регулярный, постоянный БАД в нашем рационе – это омега-3 жирные кислоты. Они незаменимые. Конечно, мы едим и семена, и орехи, и масла, но тем не менее все равно мы занимаемся профилактикой и тоже кушаем добавку с омега-3 жирными кислотами из водорослей. Я считаю, что это более безопасная добавка, без тяжелых металлов. О, прикол, в Польше фанаты проросток, люди вообще очень активно это все. Это вообще просто топ-продукт, вообще это супер фуд. Проростки фасоли, проростки брокколи, проростки ярмуш, это что такое, как этот? Кейл. Кейл, редиски, я так понимаю. Офигенная, она со стринкой, очень вкусная. Да. Там столько витаминов, микро-макроэлементов, просто обалдеть можно. Супер полезный бразильский орех. Настя вот мне говорит, надо взять большую пачку, 100 злотых. Но... Да, я всем рекомендую каждый день съедать по несколько бразильских орехов. Серьезно, это супер лайфхак. Но особенно для Всем тех, кто кажется, что для щитовидки, для здоровья щитовидки нужен только йод. На самом деле селен тоже очень важен здесь.
просто очень его много. И даже если просто человек не на растительном, просто для здоровья, щитовидки, советую бразильские, детям тоже. Вместо аптек выбираем зеленые аптеки. Знаете, как здесь в Польше вроде бы это называется зелярни. Знаете, очень много принципов мы берем у наших предков. Например, лечение травами, и не просто лечение, а даже просто вот поддержка здорового образа жизни. Так, вот этим мы лечимся, и Настя лечит детей, и все кашли, и вообще здесь зеленые аптеки на каком-то межконтинентальном уровне. Обычно кто ходит в зелярни, в эти аптеки зеленые? Я и бабушки. А зря. Я покупаю обязательно корень алтея, цветки липы и еще 2 супермощных средства от кашля, да, от всех болезней респираторной дыхательной системы. Это тысячелистник и коровяк. Очень рекомендую. Медуница. Тоже очень хорошо при каких-то вот бронхитах, при каком-то кашле. Вот это средство. И еще, конечно же, лист малины, тоже противовоспалительное. Еще я всегда беру имбирь с куркумой. Угу. И мы не идеальны, и у нас тоже много каких-то таких, знаете, сфер, в которые мы не дотягиваем, которые мы, например, мы не суперактивно занимаемся спортом. У нас были активные периоды, были периоды спада, но вот на данный момент, да, мы в тренажерный зал активно не ходим заниматься, но мы над этим работаем. Это тоже про получение удовольствия. Мы стараемся выбирать то, чтобы это, знаете, было не через силу, не вот какое-то, знаете, чувствовалось принуждение, что, мол, надо, от этого толку тоже не будет. Надо, чтобы все максимально доставляло удовольствие и шло через легкость. Так я же специально купил велики, чтобы спортом заниматься. Но это зима сейчас просто. Как-то странно получилось. Теперь вот у нас дома на 2 жильца больше. О, нормально. Здоровая активность, да, я об этом еще не говорила, это, конечно же, очень важный пункт. Двигаться. Сейчас повсеместная гиподинамия, люди сидят в офисах, мало двигаются. Раньше тоже наши предки тоже много двигались, много работали, было много труда. Самое полезное, что существует для человека, это гулять, много ходить. Полезнее, чем беги, прыги, спорт. И спорт вообще не про здоровье. Физкультура про здоровье. Я вообще очень ленивый, мне сложно себя заставлять. Как и многим людям, это нормально. Но я придумал себе хитрость. Обманываю свой хитрый ум. Я себе сделал установку каждое утро делать 10 приседаний и 10 отжиманий. В детском саду дети это делают, поэтому что мне, типа, здоровому мужчине 10 приседаний, 10 отжиманий. Таким образом себя обманываю, потом начинаю это делать. А когда делаешь, то там уже пофиг, ты уже как бы начал. Там где 10, там и 20, и 30 сделаешь. Приседания с отяжелением. Вот. Как это? Очень хороший тренажер. Не надо никуда ходить. Грузик себе родил. Вообще по жизни нормальное такое утяжеление получилось. Да, обвесы, прицепы. Конечно, это не заменяет тренажерный зал и полноценную активность, но это хотя бы что-то. И так каждый день на протяжении уже 3 лет я делаю каждое утро там, ну, когда 15, когда 20, когда 30 приседаний, когда делаю по 2 подхода. Бывает настроение, это вырастает в полноценное занятие прямо дома. Когда я завожу детей в сад, на обратном пути у нас вот такие турники, вот площадка здесь. Я всегда зайду, сделаю 15-20 брусьев. Это в любом случае лучше, чем ничего. Вот мой такой подход, может быть, кому-то тоже будет полезно. Самый главный отдел ЗОЖника – это качественный алкоголь. Просто нужно выбирать биокачественный, потому что, ну, Чтобы без пестицидов. без пестицидов, но как бы для расширения сосудиков это
Ну там И 100 граммулей писюлечку по писюлечке в денечек. социального круга общения для расширения. Для расширения общения. Ну, понимаете. Это когда отказываешься, то круг сильно суживается, Суживается. узенько И становится. одни полицаки готовятся. Ну еще важно сказать, конечно же, что мы уже около 10 лет не пьем алкоголь и не курим. Самое бессмысленное, что можно делать, это убивать себя добровольно и платить за это. Поэтому мы не занимаемся этим. Ну и чтобы дети не видели, чтобы дети брали личный пример. Это, по-моему, адекватно. Говоря о здоровье, как личном, так и целой семьи, невозможно не упомянуть этот момент психоэмоционального состояния, атмосферы в семье. Понятное дело, что все хотят своим близким и детям как можно лучшего, но очень часто это все остается только на словах, а на деле мы все застрессованные, там нелюбимая работа, какие-то ссоры, скандалы, нехватка денег. И все это, весь этот свой стресс мы продолжаем его, раздаем, как Wi-Fi тоже по семье, близким, и все этим заражаются, вот это напряжение. Поэтому мало знать и говорить об этом, что это важно, я хочу детям как можно лучшего. Один из самых крутых и действенных способов работать над своим личным состоянием, над спокойствием, над сбалансированностью – это медитация. Мы открыли медитацию для себя не так давно, но пару лет как минимум. И мы даже уже сходили с Настей на 10-дневные ретриты по медитации. И Настя была здесь, в Польше, тоже на випассане. Это не какая-то религиозная сектантская история, это вообще никакого отношения к религии никакой-либо не имеет. Это буддийская техника медитации, но там нет никаких алтарей, молитв, ничего. Ты просто медитируешь и учишься сидеть в тишине, успокоить свой ум. Приблизительно 2 часа от Варшавы. Центр просто невероятный. Мне кажется, это самый шикарный центр, который я только видела именно вот в контексте данного направления медитации. Независимо от вашего пола, возраста, религиозных убеждений, она подходит ко всем. Это просто супер классные рабочие инструменты помощи себе. 10 дней ты проводишь без всей техники, телефонов, лэптопов, книг, блокнотов. Ты проводишь в полном молчании, там нельзя ни с кем разговаривать. Кушаешь и медитируешь по 10-12 часов в день. Очень много всего можно рассказать, чем можно поделиться. Пишите в комментариях, я с удовольствием запишу отдельное видео на эту тему, если кому-то интересно. Также очень важно действовать, отслеживать свое поведение, следить за своим образом жизни, потому что очень странно наблюдать семьи, в которых все пьют и курят, но детям запрещают пить и курить, потому что это типа вредно. Нет ничего самого крутого, чем собственный личный пример. Да, не исключено, что дети, выросшие в здоровых семьях, где хороший микроклимат и прекрасный образ жизни, где они там очень-очень сильно заморачиваются по питанию, там без вредных привычек, что они вырастут и не будут этого пробовать. Ну, подростковый период это дело такое, конечно, возможно. Эти все этапы все равно человек так или иначе пройдет, но вот как я по себе сужу, все равно уже потом, после подросткового переходного периода, все равно очень сильно на тебя влияют те установки, в которых ты вырос. Вот. Особенно они закладываются в семьях. Поэтому нужно думать об этом и заботиться о состоянии, эмоциональном состоянии своем, в первую очередь, и, конечно, о состоянии наших детей. Очень важно помнить, что ваше здоровье, счастье и благополучие никому не нужно, кроме вас самих. Поэтому все в наших руках. Надеюсь, это видео было полезным. Увидимся в новых видео. Пока-пока. Поздравим!